Кулинария Средней Азии – тема нескончаемая. Судите сами, сколько раз я вам рассказывал о приготовлении в казане, мангале, да еще не все рассказал. Но при этом я еще совершенно не прикасался даже к такому важному инструменту среднеазиатской восточной кухни, как тандыр. Исправляем нашу ошибку. Тандыр этот небольшой, весит он примерно 40 килограммов, но этого тандыра мне вполне достаточно для того, чтобы объяснить вам принципы работы тандыра. Масса тандыра – это очень важный его параметр. Ведь именно массу глины мы сейчас будем прогревать. Будем прогревать до температур, при которых обычно готовится еда для людей. Я думаю, что такая температура – это примерно 270 градусов на внутренних стенках тандыра. И вы понимаете, что температура на внутренних стенках тандыра не будет равняться температуре на внешних стенках тандыра. Почему это важно? Температура на внутренних стенках тандыра может быть достигнута очень быстро. Ну, буквально, не знаю, за 10 минут при помощи вот этих щепок можно нагреть тандыр до 270, 300, даже 400 градусов. Приоткроем поддувало для того, чтобы в тандыре образовалась тяга. Кстати, вот этого поддувала, совершенно небольшого поддувала со спичечный коробок размером, вполне достаточно, чтобы тандыр разгорелся. Не нужна огромная тяга, которую обычно устраивают, ну, такие полупрофессиональные печники. Нам надо, чтобы пламя и основное тепло выделялось внутри тандыра. И чтобы это пламя равномерно нагревало тандыр. Когда из тандыра вырываются языки пламени, гудит, как из ракеты космической, я не думаю, что это правильно, что это хорошо. Нет. Пусть горит спокойно, достаточно спокойно, уверенно, долго. Потому что тепло в стенках тандыра, тепло в глине, в керамике, в кирпиче распространяется очень медленно. Даже вот этот небольшой тандыр, ну, у которого толщина стенки примерно 3-4 сантиметра, будет нагреваться, я думаю, не менее часа. Хорошо горит, однако. Весело. Пора закладывать уголь. Я не случайно закладываю уголь. Этот уголь будет гореть довольно долго, часа 2-3, как раз столько, сколько мне надо. Посмотрите, где у меня расположен огонь. Ну вот тело пламени, можно сказать, что посередине тандыра. Давайте заглянем внутрь тандыра. Посмотрим, что там происходит. Привет! Вы когда-нибудь видали меня в инфракрасном изображении? Посмотрите, вот посередине экранчика вы сейчас видите температуру. Наведи мне на лоб. Какая температура тела у меня нормальная? А покажи листву, вот деревья сзади. Ну, примерно 25 градусов, то, что соответствует сегодняшней погоде. Под солнышком нагрелось. А давай посмотрим, как тандыр выглядит. Все, что вокруг, все, что синее, холодное тело. А все, что желтое и красное – это умеренно разогретое тело, и то, что белое – это перегретое тело, да? То есть максимальная температура. В самом низу тандыра, там, где горит уголь, он нагрелся до 240 градусов даже снаружи. А сверху
сверху покажи, вот здесь, где моя рука. Здесь температура примерно 190-200 градусов. То есть тандыр по-любому разогревается не очень равномерно. Разумеется, там, где горит уголь, разумеется, прямо там, где полыхает огонь, там будет горячее. Но ничего страшного. Готовить можно и в таком тандыре. Самое главное, что вы сейчас увидели, каким образом распределено тепло в тандыре. И это вы должны учитывать во время приготовления блюд в тандыре. Пока греется тандыр, можем заняться мясом. Мясо у меня 2 ножки ягненка. Вернее, эти ножки-то были существенно побольше. Я обрубил их, сделал покороче, для того, чтобы они поместились в этот небольшой тандыр. Ягненок не ягненок, но посолить и замариновать его следует уже сейчас. Видите, поверхность мяса достаточно сухая. Соль на поверхность этого мяса сколько-то прилипнет, но ей не в чем будет раствориться. Поэтому мы вот как поступаем. Я возьму чашечку, налью сюда буквально 2 столовые ложки воды. Я насыплю сюда кориандра довольно много, может быть 2 ложечки. Я положу сюда немного зиры, пол-столовой ложечки. И я положу сюда 1 ложку черного перца. Он не такой уж сильный, так что все будет хорошо. Специи в воде не растворяются. И их вкусоароматические вещества тоже не растворяются в воде. Поэтому сюда же, в эту же самую миску, я наливаю пару столовых ложек хорошего растительного масла. Для того, чтобы получилась такая хорошая, интересная, вкусная кашица. И вот теперь сюда, в эту смесь, мы можем добавить соль. Но я думаю, что примерно 1,5-2 ложки. Потому что все равно большая часть соли стечет с мяса. Надеяться на то, что соль проникнет внутрь мяса, я думаю, бесполезно. Поэтому все нужно решать за счет поверхности. Ну вот здесь, где голяшка, где тонкая часть мяса, да, просолится, а здесь, где толстая часть мяса, конечно, нет, конечно, не просолится. Ну как может просолиться 5 или 10 сантиметров мяса, даже если оно нагревается в тандыре? Ну вот отличная смесь масала, как сказали бы индусы. Кстати, именно в Индии превосходно умеют готовить в тандырах. У них большинство кебабов в тандыре готовится. На самом юге Азербайджана есть такое место, которое называется Ленкорань. И там тоже замечательно готовят в тандырах. В Узбекистане самый юг Узбекистана. Это регион, где готовят в тандырах, и оттуда выходят лучшие мастера-тандырщики. Они переезжают в Ташкент, привозят свои тандыры, ставят. И вот это блюдо, мясо, приготовленное в тандыре, очень популярно в Ташкенте. Но сейчас уже разошлось по всему Узбекистану. Итак, перчатки есть для того, чтобы руки не пропахли специями. Не для того, чтобы я не испачкал руками мясо. Руки-то у меня чистые. Наносим специи на мясо. И именно там, на юге Узбекистана, мастера, которые готовят тандыр кюш, то есть мясо, приготовленное в тандыре, используют одну очень специфическую приправу. Она называется арча. Арча – это дерево. Оно похоже на наши туи. Вот они у меня здесь в изобилии растут. Оно похоже чем-то на можжевельник. У меня он здесь тоже есть. Но горная среднеазиатская арча обладает уникальным запахом. Вот как хороший лавровый лист, где-то он есть, который очень хорошо пахнет, да? А есть такой, что практически не пахнет. Вот это пахнет просто замечательно, очень вкусно пахнет. И этой самой арчой посыпают мясо, прежде чем отправить в тандыр. Потому что кто думает, что в тандыре запах образуется от того, что там дрова горели? Нет, ребята, это не так. О природе запаха в тандыре, о природе особого вкуса в тандыре мы с вами еще поговорим. А пока арча. Чем ее заменить? Во-первых, очень многие ребята из России начинают ездить в Узбекистан в туристических целях. И все спрашивают у меня, я еду в Узбекистан, что привезти? Вот найди арчу и привези.
Понимаешь, в таком сушеном виде. Наверное, где-то можно найти, купить. Нет, можно собрать. Хотя осторожно, чтобы не оказаться в числе браконьеров. Конечно же, можно чем-то заменить. Ну, например, тем же самым чабрецом. Или, говорят еще, тимьян. Тем же самым розмарином. Ну, а почему нет? Чем-то напоминает этот запах харчи и тимьян, и розмарин. Но получится и так хорошо. Самое главное, чтобы вы как следует разогрели тандыр. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Тандыр готов. В тандыре на дне еще есть уголь, который продолжает гореть. Если мы повесим каким-то образом эти ноги над этим углем, то ножки просто обгорят. Необходимо, чтобы уголь прогорел почти что полностью. Либо поставить какую-то преграду для прямых инфракрасных лучей, чтобы инфракрасные лучи угля не светили напрямую на мясо. Если я подвешу мясо, у меня есть крючки, и есть возможность подвесить. Есть крючок, если подвешу мясо вот за эту жилку, я вас предупреждаю, у молодой баранины эта жилка непрочная. Она разбухнет, размякнет, порвется, и мясо упадет прямо в уголь. Поэтому мы сначала поставим в тандыр миску, потом нальем в нее воду, сверху поставим решетку, мясо поставим на решетку, и все у нас получится очень хорошо. Только сначала надо выровнять уголь внутри тандыра, чтобы он разлегся ровным слоем. Только что мы видели, что самая горячая часть тандыра находится внизу. Поэтому самую большую часть мяса, самую широкую часть мяса мы опускаем вниз. С другой стороны, эта широкая часть мяса окажется прямо над водой, прямо над паром. Она будет распариваться, и она будет запекаться одновременно сильнее других. Из нее неизбежно побегут соки, из нее неизбежно будет капать жир. Куда все это попадет? Да прямо в воду. Вот и замечательно. Из этой воды еще такая знатная шурпа получится. Все, накрываем крышку, закрываем поддувало и ждем, когда мясо испечется. Только что вы видели, что когда мы клали мясо в тандыр, никакого дыма от углей уже не поднималось. Более того, никакого запаха от угля уже не возникало. Но тем не менее, мясо, запеченное в тандыре, обладает своим собственным уникальным запахом. Что это за запах и откуда он берется? Во-первых, почему перестал дымить и почему перестал издавать какой-то запах уголь? Да ровно потому, что органические вещества, которые содержались в самом угле, уже выгорели, и именно они давали и дым, и запах, и даже открытое пламя. Чистый уголь, чистый углерод сгорает с выделением тепла, выделяет газ
СО2, когда достаточно кислорода, и СО, когда недостаточно кислорода, но температура очень высокая. И эти газы не имеют ни цвета, ни запаха. Соответственно, они никаким образом не могут повлиять ни на вкус, ни на запах мяса. На вкус и запах мяса повлияют капельки мясного сока, капельки жира, которые неизбежно попадут в угли. Вот это органические вещества. Они, сгорая, будут издавать приятный запах, они будут давать какой-то дым, и этот дым неизбежно осядет на самом мясе. Я уже сейчас чувствую, как от тандыра поднимается запах. Пока это запах упавших с мяса листиков вот этой хвои арчи, которые попали в угольки. Они сгорают и дают приятный запах. Можно сюда опустить сухой розмарин, можно сюда опустить лавровый лист. Это придаст какой-то вкус копчености. Но тандырное мясо – это не копченое мясо и не копченая колбаса. Поэтому главный вкус образуется сам по себе, как я уже сказал, из мясных соков и из капелек жира. Кроме того, особый вкус появляется на поверхности мяса. Вот как куски мяса над углями, когда мы готовим шашлык, неизбежно румянятся, точно так же неизбежно зарумянится и мясо. И это будет третий вкус, обусловленный реакцией очень хорошего ученого Майерда. Дело в том, что он написал мясо, то есть белки, жиры, и помимо этого сахара при температуре 153 градуса, при определенной влажности. Там происходит чудесная реакция, которая порождает массу вкусовых и ароматических молекул. Нам осталось только подождать и убедиться в справедливости теории. Уже час, как стоит у нас мясо в тандыре, и я хотел бы посмотреть, что сейчас происходит. Ну, во-первых, за этот час наружная поверхность тандыра изрядно остыла, однако внутри все еще продолжает кипеть вода и запекаться мясо. В том, что тандыр остыл снаружи, я думаю, ничего удивительного нету, ведь он не термоизолированный. Кроме того, он достаточно тонкий. Но его массы, как я уже говорил, примерно 40 килограммов, вполне достаточно для того, чтобы та часть тепла, которая из разогретой глины выделится внутрь, испечь 2-3 килограмма мяса, которые, собственно говоря, у нас сейчас и пекутся. Существуют разные школы определения готовности мяса. В Средней Азии мясо пекут до тех пор, пока оно не превратится либо во что-то очень сухое, либо в отваливающееся от костей мясо. Это уже зависит от умения того, кто печет мясо, и от свойств его тандыра. В Европе, в Америке другой подход. Для баранины максимальная температура, то есть well done, очень сильно приготовленное мясо, внутри это имеет температуру 74 градуса. Средняя прожарка считается 63 градуса и слабая прожарка 57 градусов. Я измеряю термометром спицей, какую температуру имеет мясо в данный момент. 80 градусов у поверхности мяса. Внутри, ближе к кости, 60 градусов. То есть, если мы продержим мясо еще примерно час, то оно будет полностью приготовленное, 74 градуса. А если делать по-европейски, то эту ножку следует достать, я думаю, примерно через полчаса. Будет вполне готово. Скажите, а хотите заглянуть в наш волшебный тандыр, чтобы посмотреть, что происходит внутри тандыра? У нас есть такая возможность.
Знаете, сколько в итоге простояло мясо? 3 часа. Сейчас вода уже перестала кипеть. То есть произошло то же самое, что происходит во время приготовления в русской печи, только на более коротком интервале времени. Если русская печь остывает в течение 5, 6, 10 часов, это зависит от свойств печи, от ее массивности, от ее термоизолированности, то наш тандыр остыл за 3 часа, потому что он маленький, потому что он тонкостенный, потому что он не термоизолированный. Тем не менее, то количество мяса, которое мы сюда заложили, готово полностью, готово абсолютно. Давайте посмотрим, давайте оценим, каким получилось наше мясо. Арча, как лавровый лист, служит лишь для запаха. Съесть ее, пожалуй, что можно. А зачем? Не лучше ли съесть мясо? Я сегодня вам рассказал о принципах работы тандыра. При помощи тандыра вы можете получить любой результат. Оценить степень готовности мяса мы можем при помощи термометра. Сегодня у меня мясо прогрелось до температуры 65 градусов. Чуть больше, чем средняя прожарка. Чуть-чуть выше. Но давайте посмотрим, каково оно внутри. Хотел бы показать вам, как сок течет из мяса. И хочу обратить ваше внимание, что сок из мяса вытекает точно такой, какой описан в учебниках по кулинарии. Абсолютно прозрачный сок. Вы видите? Ну что ж, все-таки грех не попробовать. Попробую. Вот смотрел, как оно получилось, и очень понравилось. Вы понимаете, что если хотелось бы нам сделать более румяную корочку на мясе, следовало бы сильнее нагревать тандыр. Для того, чтобы потом тандыр отдал тепло, достаточное для образования плотной корочки. Понимаете, что необходимо было бы сделать, если бы мы хотели получить другую степень прожарки, меньшую, чем эту, как многие уже, слава богу, любят. Просто быстрее вынуть мясо из тандыра, убрать его в другую посуду и дать полежать, чтобы тепло из наружных слоев мяса проникло во внутренние, чтобы температура мяса уравнялась. И вы понимаете, что необходимо сделать для того, чтобы мясо было еще сочнее? Ничего. Ничего сделать больше невозможно. Главный наш сегодняшний вывод – то, что тандыр – замечательный, очень интересный инструмент. Инструмент, который может работать очень многогранно. И не случайно изучение тандыра ввели во французскую кулинарную академию Кордон Блю. Вот теперь там, в Париже, стоят тандыры, и студенты учатся готовить в том числе и в тандыре. Ну что, попробуем? Удивительно, но мясо очень хорошо просолилось. Оно достаточно мягкое. Не самое мягкое, которое, может быть, я видел, но оно достаточно мягкое, достаточно нежное. Но иногда, когда я угощаю людей, даю попробовать мясо, если человек пробует и говорит: ой, какое мягкое, то я понимаю, что этот человек плохо разбирается во вкусе мяса. Это все равно, что послушать певца и сказать: ой, как громко поет. Понимаете? То есть мягкость мяса и его вкус – это разные понятия. И это мясо очень вкусное. Знаете что? Съемочная группа на меня смотрит, а я ем. Не годится. Не годится так поступать со съемочной группой. Давайте, все, пока. Приятного вам аппетита. А нам некогда. Мы будем есть ягнятину, запеченную в тандыре.
Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют
в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.